Всем привет! Очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодня подготовила для вас мотивацию на домашние дела. Сначала немножко поготовим, а затем пробежимся по квартире, вытрем самые грязные места, которые бросаются в глаза. Я считаю, что это все-таки тоже уборка. А в конце видео покажу небольшое дефиле той одежды, которую я себе купила в этот день. Ну, покупки покупками, а главное, мне нужно было приготовить ужин и сварить суп на завтрашний день. Здесь у меня муж уже собирается в ночь на работу, поэтому все делаю побыстрее, так как мы утром ходили с ним в магазин. Уже некогда, я тороплюсь, чтобы все успеть. Нужно мне приготовить это до 5:30. Ничего проще, чем отбивные из куриных грудок, я не придумала. И они готовятся быстро, и гарнир к ним, макароны, сварились тоже очень быстро. Параллельно с этим я поставила вариться кости куриные для бульона. Первый бульон куриный я сняла, только дождалась, пока поднимется пена, сразу же выливаю. Наливаю потом опять же в эту кастрюлю просто воду, опять же эти косточки ложу и дальше уже варю спокойно, как обычный бульон, минут 30-40. Первый бульон я, естественно, не солю, а вот второй солю. Сегодня захотелось мне сварить в обычной кастрюле на газу, а не в мультиварке, потому что из курицы сварится и так все быстро. Тем временем я уже разрезала куриные грудки на тоненькие пласты, с двух сторон отбила. Предварительно я использовала пищевую пленку, чтобы не разлеталось у меня мясо по всей моей кухне, не пачкался молоточек. А затем пленку я снимаю, солю и использую приправу. Здесь у меня наборчик из фикс прайса, различные виды соли там. И есть приправа для салатов. Вот ее я и использовала. Далее каждую отбивную я предварительно обмакиваю сначала в яйце, а затем в панировочных сухарях и просто жарю на сковородке. Параллельно здесь у меня варятся макароны, это самые дешевые из Магнита, мы их используем давно, покупали и подороже, но разницы во вкусе мы не замечали, поэтому берем самые недорогие. Все баночки, которые я трогала руками во время приготовления курицы, я протерла. Заодно протираю и рабочую поверхность. Рожки у меня уже сварились, пересыпаю их в кастрюлю, далее я их полью просто растительным маслом и, закрыв крышку, вот так распределила. Прошло у меня 30 минут, сейчас буду вынимать косточки, поставлю их пока на окно, чтобы они остыли, и тем временем нарежу все остальное, что нужно для моих щей. Обжарку в этот раз я не делаю, потому что суп будет кушать годовалый ребенок. Все просто нарезаю, загружаю в кастрюлю, все очень быстро. Параллельно у меня жарятся отбивные. Первую партию я жарила под крышкой, вторую партию отбивных я жарю без крышки, потому что муж любит, когда я ему делаю именно без крышки. Для супа я нарезала лук репка, картофель, морковку, помидорку и буду еще резать капусту. Все ингредиенты я нарезала, погрузила их в кастрюлю, и сейчас мне остается только снять мясо с косточек. И на этом мое приготовление супа пока что завершается. Пусть он варится. Я нарежу салат из овощей к ужину, из помидорчиков и огурчиков. И у меня осталась половинка лука репки от приготовления супа. Тоже порежу все в салат. Салат я затем посолю и заправлю растительным маслом.
Суп у меня практически готов. Сейчас я добавлю только чеснок, разрежу его на небольшие кружочки, добавлю зелень, лавровый лист, и суп у меня будет готов. Я газ выключаю, пускай он настаивается. Ужин тем временем тоже у меня приготовился. После ужина муж у меня уходит на работу, я остаюсь с девочками одна, и по возможности все равно кое-что и кое-где я стараюсь прибирать. Целый день смотрю на это зеркало, все оно в капельках от зубной пасты. Резинки здесь уже накопились для волос, поэтому начну я с него. Распыляю средство для стекол, и сначала я мою влажной тряпочкой, потому что и сразу, если вытирать сухой, то эти следы у меня не убираются. А если сначала влажной, а затем уже насухо, то все становится чистеньким. Помою стаканчик, здесь у меня хранятся мои все помады, бальзамы для губ. Не в коридоре я храню, а именно в ванной, потому что я в коридоре вообще не до этого, не до макияжа. Когда одеты двое детей, тут уже не до своих губ. И если я успела накрасить губы, то это я делаю только в ванной. И здесь такие помады стоят, которые можно использовать не только на улицу, а дома, например. Наоборот, придя с улицы, если губы сухие, то можно увлажнить их каким-либо бальзамчиком. Все помады у меня такого нейтрального цвета. Даже если красный вот был здесь тюбик, то при нанесении на губы он становится практически незаметным. Есть карандаш для подводки губ, но им я пользуюсь крайне редко, но бывает под настроение. Две помады, они практически закончились уже, но пока еще стоят здесь, потому что ими можно еще накраситься. Девочек я купала и видела, что полочка у меня уже немножко в мыльном налете, поэтому как время только нашла, сразу же и стараюсь ее протереть. От налета я использую Sealit Bank, просто его наношу на тряпочку и вытираю с ним всю полочку. При купании девочек не мыла я параллельно эту полочку, потому что руки нужно было пачкать и в тряпочке для пыли, и в Sealit Bank. Как-то вроде не к месту было бы ее вытирать, поэтому вытираю ее уже вне купания девочек. Помою стаканчик для зубных щеток. Щеток здесь стоит много, больше, чем членов семьи. Это девочки у меня играют ими при купании. Это новые щетки, и я их уже не стала убирать, потому что они купаются каждый день, и каждый день подавая им эти щетки для игры в ванне. Давно я смотрела на отпечатки пальчиков на этом шкафу, особенно на вот этих черных пластинках. Они сделаны из стекла или стеклопластика. Протереть нужно не столько верх шкафа, а сколько, конечно, низ, так как отпечаточков там очень много от детских ручек, особенно сейчас, когда Карина учится у нас ходить. Все протираю, тоже использовала средство для стекол. Сначала разбрызгиваю его, затем влажной тряпочкой и потом только насухо. Теперь буду убирать резинки, которые я принесла из ванной. Лежат они у меня вот здесь в шкафу, в таком вот комодике. Шкаф это, который мы только что с вами мыли в зале. Полочка это достаточно высоко, здесь хранятся и документы, и такой блокнотик. Здесь написаны у меня все параметры девочек от рождения до годика. Маникюрный набор. Это лак мой, которым я пользуюсь. Есть и цветные, но они у меня убраны. Маникюрный такой наборчик. Здесь хранятся батарейки, клей и подарочный сертификат. А здесь чек с каким-то розыгрышем скоро будет, и потом я его выкину. Клей, ручки, бумажки для записи и точилка. Такая полочка, где у меня все убрано, что детям пока что брать нельзя. В этой красной коробочке хранится тонометр, моя косметичка, тени для век. И вот этот комодик, здесь хранятся все резиночки. За комодиком еще у меня один ряд вещей,
в этой коробке праздничные бантики. 3 шкатулки снизу это украшения, бижутерия моя. И в этих коробочках тоже там термопаста, степлеры, вот комаров пластинки, скобы для степлера, тоже чтобы все было у меня под контролем. И в другой баночке вот от Барби, которая из фикс прайса с животом и с малышом беременная, колечки. В мешочке из-под очков у меня хранятся, конечно же, не очки, а обувь для Барби. В каком-то магазине я ее купила, стоила она недорого. У меня в детстве такого не было, и поэтому мне так захотелось. Эвелина уже в них играла, но в конце игры мне надоедало искать какую-либо пару этой обуви, поэтому я пока что убрала. Немного подрастет и будут как найденные. Я так надеюсь, потому что мне так в детстве очень хотелось иметь и одежду для Барби, и обувь, но, к сожалению, такого у меня не было. Одежду для Барби, конечно же, мама мне вязала в те времена, но вот обуви тогда у меня не было, и, по-моему, даже в магазинах я такого не видела. Вытираю пыль здесь сразу на полочке, пока она у меня более-менее свободная. А теперь нужно мне разобрать комод с резинками, сложить резинки, которые я принесла из ванной. Хотя я и стараюсь здесь поддерживать порядок, но все равно Эвелина уже достает до этой полки, может взять что-то, посмотреть, но на место она уже это не сложит. Не понимает она принцип фасовки здесь резинок, ложит она в любой ящик. Долго собиралась я, опять же, выделяла время для этого, чтобы расфасовать все резиночки, как мне хочется. Все резинки я высыпала на стол на кухне, и сейчас мою каждый контейнер. Они не очень грязные, но все равно нужно сполоснуть. Обычным мылом протираю с тряпочкой. Затем все насухо я просушу полотенцем. Само основание от комода пришлось мне мыть в ванной, так как оно большое. Комодик этот я покупала в фикс прайсе, здесь соединено 2 комода. По-моему, стоили они 199 рублей. То есть каждый комод имеет по 2 таких выдвижных ящичка. Люблю красивые резиночки, интересные. Периодически провожу здесь ревизию, так как они вытягиваются. Оставляю только вот эти украшения с резинок для поделок. Всегда приятно смотреть на голову девочки, ну и любого, в принципе, человека, когда на голове какая-то прическа, сразу вид ухоженный. И если даже это 2 хвостика, 2 косички, но их украшают необычные резиночки, то смотреть всегда приятно. Стараюсь я разнообразить ей прически, какие-нибудь идеи смотрю в интернете. И на кружке у них по пятницам конкурс причесок своего рода. Всегда тренера потом в инстаграме выставляют, такая есть у них рубрика «Пятничные прически», поэтому в пятницу мы любим что-нибудь сделать эдакое на голове. Прическа должна быть удобна для тренировки и чтобы она дожила до конца занятия. Такой принцип у меня получается в первом, где лежат бублики для волос, это достаточно редко мы берем. Здесь есть даже детская краска для волос, она смывается сразу при мытье головы. Второе, здесь резиночки с различными украшениями. Третий ящичек только заколки, в киндерах там маленькие заколочки лежат. И в 4 ящике просто резинки без всяких украшений. Сейчас я нафасую шпильки и положу их тоже к заколкам. Все, я справилась с этим заданием. Пакетик с резиночками, который рядом с комодом, я выкину. Это уже не очень такие резиночки. Перешла я в спальню. Здесь у нас такой шкаф стоит темный, и пыль на солнце на нем очень хорошо видно. Поэтому тоже все вытираю средством для стекол, влажной тряпочкой, и затем насухо просто вытираю. Перед ночной сменой мужа мы ходили гулять с младшей дочкой, точнее гулял муж с ней на улице, а я ходила по магазину. Как и любой женщине, мне хочется что-то новенькое иногда себе купить, и не покупала я себе где-то, наверное, вещи с лета.
Поэтому у меня уже, наверное, была ломка по шопингу. Поэтому я сходила в магазин и купила себе даже 4 вещи. А немножко вам продемонстрирую то, чего я купила. Первое мое дебютное дефиле перед камерой. Если видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить лайки. А я же буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока.